Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о том, о чем же расскажет беспорядок в доме, на что вам стоит обязательно обратить особое внимание. Друзья, далее все более подробно. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Также, друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Друзья, также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете. Нам очень приятно. Вы знаете, ни для кого не является секретом, что жилье человека – это его крепость, в которой он защищен от всего плохого извне, и его наполняет энергией, которую данный человек или семья желают видеть в нем. Поэтому энергетика каждого жилья, она индивидуальная и одинаковых не бывает. Также человек обустраивает свой дом по своему вкусу, приобретая мебель, предметы интерьера, амулеты, обереги. Все это очень непростой труд, и для того, чтобы дом излучал уют, стоит изрядно потрудиться, при этом как физически, так и энергетически. Но зато потом в этом доме семья будет жить счастливой, полной изобилия жизнью, притягивая потоки светлых энергий, благодаря чему в нем будет приятно находиться, будет получаться хорошо отдыхать и энергетически перезагружаться. Дом с положительной энергетикой будут ощущать и другие люди, которые в него будут входить. Он будет их восхищать, и такой дом не будет пробуждать желание поскорее его покинуть, а наоборот, в нем будет хотеться подольше задержаться и почаще приходить в гости к данной семье. Но есть и противоположные дома, в которых неприятно находиться и еще не переступая его порог. Хочется поскорее отойти от двери, не говоря уже о том, что там задержаться. В таком доме живущая семья не будет иметь спокойствия, комфорта и счастливой жизни, поэтому ни в коем случае нельзя допускать, чтобы дом наполняла негативная энергетика, а порой и разрушительная, так как ничем хорошим это не закончится. Очень часто негативно на энергетику жилья и на психологическое состояние семьи, живущей в нем, влияет и беспорядок, который живущие в данном доме в нем разводят, не желая расставаться с большим количеством ненужных вещей, чем привлекает в него энергетический хаос и негативные события. Также лень, разлаживать вещи по местам. Все это сказывается очень неблагоприятно, мешая потокам светлых энергий с легкостью передвигаться по дому, а негатив, который принесен в дом на этих же вещах, будет помогать приумножаться ненужным энергиям в короткий промежуток времени. Мало кто знает, но потому, что происходит в доме, можно сказать многое и о хозяевах дома, и, соответственно, о семье, живущей в нем. И если вы зашли в дом и видите, что он наполнен устаревшими вещами, предметами, это моментально укажет вам на то, что в данном доме хозяева не уверенные в себе и в своих силах люди, что им легче и проще всего соглашаться на то, что у них есть, что они не желают прикладывать абсолютно никаких усилий для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, что мешает им и самим. Но они считают, что им просто не повезло в жизни. Такие мысли наполняют их душу и сбивают их с правильного пути. Такие люди, сами того не понимая, заполняют свое энергетическое пространство старыми энергиями. Например, они хранят велосипед, на котором катались в детстве или на котором кто-то из родителей учил их кататься. Или же сохраняют приемник, по которому дедушка или бабушка слушали что-то, получая от этого положительные эмоции. А данному человеку нравилось видеть своих родных счастливыми. Но данные люди не понимают, что те эмоции счастья были не совсем их, что те воспоминания нужно отпустить, дать возможность чему-то новому произойти именно с ними. Для этого нужно избавиться от велосипеда, приемника, и тогда сразу же придет что-то современное, то, для чего ранее не хватало просто-навсего места, принеся за собой новые эмоции, которые именно данному человеку принесут счастье и хорошие жизненные эпизоды, ситуации, а энергия по жилью начнет передвигаться с новой скоростью, и в нем станет сразу приятнее находиться. Появится желание еще от чего-либо избавиться, так как на это начнут влиять хорошие энергии.
У человека, который сможет сделать такое действие, сразу появится уверенность в себе, в своих силах. Он поймет, что все в его жизни зависит только от него, и появится желание что-то изменить, что он и будет делать с данного момента, открывая для себя что-то новое и новое. Он более не будет бояться выйти из зоны комфорта, станет решительным, что очень положительно скажется и на финансовом состоянии всей семьи в целом. Кухня – это сакральное место в каждом доме. Она отвечает за изобилие жилья. Если человек или семья, живущая в данном доме, позволили себе захламить это место, допустить, чтобы пол, окна, подоконники, мебель были грязными, то не стоит удивляться, что в таком доме не то что не будут поступать хорошие и нужные энергии, а энергетический канал просто-напросто перекроется, и это очень быстро скажется как на финансовом состоянии данной семьи, так и на эмоциональном. В таком доме будут жить семья, подверженная депрессии и апатии. Если еще и грязная посуда будет находиться в раковине, то разрушительный негатив приумножится с помощью воды, а бессонница и невозможность будут хорошо отдохнуть. И, как следствие, нервное истощение будут ожидать всех членов семьи без исключения. Таким людям будет тяжело находить общий язык не только с окружающими людьми, из-за чего могут начать возникать проблемы как в учебе, так и на работе, но и между собой, что значительно ухудшит уровень совместной жизни проживающих в этом доме. Место приготовления пищи должно находиться в порядке. Его должны наполнять только светлые энергии, чтобы человек во время еды принимал их себе в помощь, благодаря чему его жизнь будет становиться более разнообразной и интересной. Он сможет идти только нужным путем и добиваться всего того, что только пожелает. Если вы не можете объяснить, почему же у вас так получается, что вы перестали смотреть за своим жильем, за своей кухней в частности, вам нужно срочно на неделю куда-то съездить, передохнуть, восстановить свой энергетический баланс, подпитаться хорошей энергетикой и эмоциями. А когда вы вернетесь, вы сами пожелаете как можно быстрее это все исправить, так как, зайдя на такую кухню, вы будете ощущать, как негатив давит на вас со всех сторон, и вам чем быстрее захочется от него избавиться. Не сдерживайте себя. Сделайте генеральную уборку и не забудьте провести энергетическую чистку, а в будущем не допускайте до такого, чтобы не пришлось вновь прогонять депрессию и проблемы. Не стоит накапливать в доме грязное белье и вещи. Нужно выбрать правильный день для стирки и как можно быстрее постирать то, что испачкалось, чтобы не притягивать неудачи в свой дом. Вовремя и правильно сделанная стирка – это залог прекрасной жизни, а также семейного счастья и крепкого биополя всей семьи. Вторник хорошо подходит для стирки мелких вещей. Среда – отличный день для стирки любого белья. Оно не только подолгу будет сохранять свой внешний вид, но и притягивать потоки хороших энергий, которые затем будут положительно влиять на всю семью. Четверг – это еще очень благоприятный день для стирки, особенно для таких вещей, как куртки или чего-то крупного. Все вещи хорошо постираются, будут долго радовать владельцев, поэтому подобрать время в течение недели вполне возможно. Если вы будете из своего дома делать склад грязной одежды, то со временем приведет к тому, что ваша лень будет только усугубляться, и вам придется взять что-то из грязной одежды и надеть на себя, так как в какой-то момент вы увидите, что чистой одежды не осталось, и такой поступок не только будет притягивать к вам негатив со всех сторон на протяжении целого дня, но в это время данная одежда будет разрушать ваше энергетическое поле, делая вас слабыми перед помыслами недоброжелателей или же завистников. В такой день у вас могут отобрать все, чему очень сильно завидуют, и у вас не будет энергетических сил это удержать. Привычка откладывать свои дела на потом не принесет ничего хорошего, поэтому от нее нужно срочно избавляться. Для этого первым делом научитесь планировать свой день, выполнять в первую очередь самые важные ежедневные занятия. Как только вы начнете этого придерживаться, вы увидите, как лень, апатия начнут уходить из вашей жизни. Вам, наоборот, понравится жить в новом ритме, так как это откроет перед вами новые возможности, и те преграды, которые ранее вам в этом мешали, останутся далеко позади.
В вашу жизнь придут и новые люди, знакомства, и, конечно же, это вас порадует, так как они будут обучать вас чему-то новому и придавать силы, которые вы до этого просто-навсего не ощущали. Главное совершить первые шаги и не запускать домашние дела, а далее все пойдет само собой и уже не будет останавливаться. Люди, которые не следят за состоянием своего жилья, не делают в нем ремонт, у которых в доме можно увидеть осыпавшуюся штукатурку, обвисшие обои, перекошенные двери, не только живут в таком доме с потусторонними сущностями, которые отбирают их энергии, они наполняют их жизнь постоянными проблемами, бедами. Такие люди ко всему этому еще живут выдуманным будущим. Они считают, что когда-то придет момент, когда они все это сделают. Они как бы мысленно ждут этот момент, но ничего не делают, не предпринимают и малейших попыток что-то изменить. Поэтому такой момент никогда в жизни и не наступит. Часто такие люди не воспринимают свой дом как нечто особенное. Они фантазируют о том, что когда-то куда-то переедут. Возможно, в жилье большего метража, возможно, в другой город. Но этого не происходит, ведь данные люди не умеют ценить то, что есть в их жизни на данном этапе, и, соответственно, ничего лучшего с ними никогда не произойдет. Такой категории людей нужно начать срочно что-то менять и научиться уважать то, что пришло в их жизнь. Как только такие действия начнут происходить, они потянут за собой что-то и более существенное. Вот, например, вы поклеили новые обои. У вас появляется желание помыть окна, сменить шторы. Начнет больше светлых энергий поступать к вам в дом, а вместе с ними и новые события, возможности. На работе увеличат зарплату, благодаря этому получится заменить технику. Затем предложат новую должность, появится возможность купить и жилье большего метража. Но никогда не нужно жить ожиданиями, живите здесь и сейчас. Только таким образом ваша жизнь будет идти своим чередом, а не образовывать вокруг вас энергетический застой, который будет лишать вас всего. А вместе с этим сил и здоровья, которые злые сущности будут у вас отбирать до тех пор, пока вы не попадете в ситуацию, которая, к сожалению, полностью разрушит вашу жизнь. Не должно быть в вашем доме старой мебели, которая разваливается, особенно такой, как спальное место или же стол, так как не будет крепкой, дружной семьи в таком доме, а достаток будет обходить стороной. Безденежье и неудачи начнут его наполнять. Такое состояние мебели скажет о том, что люди, живущие в данном доме, не готовы принимать внешний мир. Они застряли в каком-то своем скрытом мире, они нерешительны, они неусердны и готовы от всего отказаться, только чтобы никто их не трогал и не расстраивал. Часто, прячась за своими эмоциями, данная категория людей становится злой и завистливой, считающей, что все, что с ними происходит, поступило к ним из-за того, что их не понимают, а Вселенная отвернулась от них. Но это не так. Если вы не готовы взаимодействовать с окружающим миром, Вселенной, они не смогут взаимодействовать с вами, давая вам что-то прекрасное. Поэтому срочно и без промедления начните это менять. Выберите точный путь и идите ним. От того, как обустроено ваше рабочее место, и при этом не имеет значения, находится оно у вас дома или в офисе, на заводе или еще где-то, можно сказать о том, что происходит у вас в душе. У людей, у которых все спокойно, которые не ощущают тревоги, радуются жизни на рабочем месте, всегда будет порядок. Они всячески будут стараться организовывать его так, чтобы ощущать комфорт. А вот у людей, которые испытывают постоянные тревоги на рабочем месте, будет бардак. Не будет желания его убирать, что-то складывать, не будет волновать и пыль, которая будет его покрывать, а значит и негатив, который данная пыль притянет. Если у творческих людей имеет место присущая самая малость хаоса, то так как это придает им разнообразие, они черпают с этого вдохновение и могут таким образом творить, то для других людей это просто непозволительно. Если вы видите беспорядок у близкого человека на рабочем столе, поговорите с ним, так как на душе у него очень неспокойно, а проблемы просто одолевают, и без помощи близкого человека он уже не справится. Подставьте свое плечо. Если такое происходит на вашем рабочем месте, то для того, чтобы избавиться от данного бардака,
Вам нужно подумать о том, что вас тревожит, избавиться от того, что не дает вам спокойно жить. Как только вы это сделаете, вы сразу увидите, что у вас появится моментально желание убрать все вокруг себя, поразлаживать все по своим местам, и это будет касаться не только вашего рабочего места, но и дома в целом. Благодаря этому вы будете морально и энергетически восстанавливаться, так как вас начнут окружать сильные положительные энергии, которые смогут сделать вашу жизнь только лучше. Очень важно, чтобы вы следили за своим порядком вокруг себя. Не позволяйте негативным энергиям, неприятным событиям, злым сущностям воздействовать на вашу жизнь. Держите ее под полным контролем. Привлекайте только хорошие и нужные энергии, которые притянут к вам прекрасных людей и такие же события. Если вы видите, что что-то вас тревожит, не позволяйте этому усугубляться, а решайте проблемы по мере их возникновения. Если вам нужна поддержка, не бойтесь, обращайтесь за ней к близким людям, которые любят вас и ценят. Вместе у вас получится с легкостью совсем справиться, и не придется жалеть о последствиях, которые вам позволили произойти, и на которых придется уже тратить все свои силы, чтобы от них избавиться. Не забывайте о том, что все в ваших руках. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.